Всех приветствуем, друзья, на канале Рыболов Копатель. Мы с товарищем генералом приехали сегодня на раскопки. Пойдем, сейчас у нас длительный переход будет. Идем в сторону немецких садов. Там еще есть непроработанных 2 дома. Есть вероятность, что они не копанные. Как и перед этим 2 выезда было, 2 выпуска. Кто не смотрел, обязательно переходите, посмотрите. Удалось найти дома, где еще до нас не было соратников наших. Было много интересных находок. Ну и сегодня, надеюсь, тоже будет не меньше. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите приветственный коммент. А мы поехали. Что скажете, товарищ генерал? Вы всю дорогу возмущались, что еще телепорт не изобрели, чтобы быстро перемещаться. Да, было бы неплохо, если было бы так. Что думаете по сегодняшнему дню? Ну, как всегда, Господь и смотрит. Все, пойдем. Погоду обещают нелегкую, до 30 градусов сегодня. Сейчас вот на горочку поднялись, а ветра-то практически и нет, друзья. Ну ничего, у меня 2 полторашки воды. Я взял. Генерал тоже сегодня с водой. И фляжка, и ледяная, да, у него? Да, и ледяная со льдом. Самое главное, вода есть. На немецких садах всегда можно подкрепиться яблоками. Там разносорт. И дикие, и белый налив. Так что голодными не будем. Ну а с солнцем будем договариваться как-то. Переход до места копа сделали. Пора и попить. Вкусняшка. Ну до чего сигнал хороший, друзья. Прямо-таки серебряный. Смотрите. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это находочка, друзья. Посмотрите. Первая находка и серебро. Нечастая монетка. 50 пфенигов. Класс. Кстати, я такую вообще еще, по-моему, за все время увлечения не находил. Просто шикардос. А блестит как. Кайф. Это зачет. Мушкара летает. Видите, что творится. Ну чё? Дом вот тут на бугре, а я уже в сторонке. Уже в сторонку отошел маленько. Ну так нет-нет, прозвякивает. Пару пуговиц, еще пару пфенигов. В активе. У генерала не знаю пока как там. Так, дальше. Вижу блеск брюликов. Вообще не понимаю, что это такое, заколка что ли. И то ли брошь была какая-то. Сейчас буду очищать, будем смотреть. Потерпите секундочку. А у нее глаза 2 бриллианта, 3 карата. Короче, бижутерия какая-то. Какая-то украшалка была. Брюлики серьезные. По-моему, у меня снова велосипедная шильда.
Или что-то типа того. Да. Сейчас почистим. Вот она. Гелиум. Das gut. Qualitats. Я думаю, от велосипеда. Это хорошо, друзья. Погнутая, но целая. Зачет. По инструменту сработал. Посмотрите, какой изогнутый. Ну, это прям старенький ключик. Такой и забрать надо. Зачетец. А генерал там на углу он ходит. Блестит. Снова что-то на тему аккумуляторную, как в прошлый раз. Может быть, даже и от Форда, того самого раритетного, друзья. Маленькая запчастюлечка попалась. Смотрите. Ну, явно что-то электрика какая-то. И тут еще я ее так чистить начал сразу же, предвосхищая появление надписи. И да, вот что-то появилось. В коллекцию забираем. Блин, вообще так знойно, жесть. Но инструмент подбадривает. Посмотрите, какая кирка поступила. Забираем, конечно. Сталь должна быть неплохая. Эх, жалко, машина далеко. Металла-то сколько, друзья. Два трака в сцепке. Это ДТшный. Так, друзья, мы с вами на дороге, а дом у нас, получается, был вот здесь, на бугорке. Сейчас мы к нему и пойдем. Вот мы на дороге, а дом вот тут вот. Там бугор такой, камни я видел. Сейчас перескочим туда, поковыряемся с вами. Генерал что-то скрылся из виду, он там сзади остался. Ушел на другой дом, похоже. Прошло 2 часа, друзья. Первая полторашка подходит к концу. Вышел на дом я. Конечно, карта дает смещение. Пришлось крутануться. Но ничего. Смотрите, тут как замечательно. Тенек. И вон булыжник, кирпич. Вот тут вот буду ходить. И рюкзак поставлю пока, пускай спина дышит. Конские дела. Вот оно, сердце дома, друзья. Все звенит, все звенит. И пуговка просто изумительная попадается. Посмотрите. Сейчас почистим. Там с гербом, с каким-то, с прекрасным. С надписями. Вау. Это какой-то транспортный департамент, друзья. Посмотрите. Рыбки. Она еще в эмали, похоже, была. Вообще. Пуговица просто шикарная. Удивительно. Зачет. Находки радуют. Продолжаем. Я думаю, здесь много чего должно быть. Можно без прибора ходить, да искать глазами. Первая мировая. Цинка очень много, звенит.
Но ничего, обилие сигналов, это круто. Тут колодец среди поля прям. А у генерала магнит, кажется, в рюкзаке. Сейчас позвоню. Малешка задул. Это и приятно. Чуть-чуть обдувает. Посмотрите, монетки какие добрые. Это о чем говорит? Говорит о том, что еще удобрений не видели. Артефакты. Good. Не получилось, к сожалению, генерала вывести на точку, где колодец, чтобы магнит побросать. Не понял он, где я, ушел в другую сторону. Ладно, оставим на потом. На поле ужасно, друзья. Теплыша не словить, главное. Вообще жесть. Калашматит просто. Такая жарища лютая. Пфф, кошмар. Лайкосик. На дорогу смотришь, ребят. А вот там в тени дедушка сидит, видите. Тенек ловит. Пойдемте посмотрим, что там происходит вообще. Ты смотри, похож на генерала. Лицо кислое сделал. Здравствуйте. Ну как вы? Устал, у меня голова болит, я же цитрамон выпил. Жарко. Перегрелся, наверное. Эти бандани в этой. Ну что, собираться будем, что ли? Или что? Да не, почему? Походим Сейчас чуть-чуть. я еще в тенечке посижу и пойдем еще. Вода есть у вас? Генерал говорит, монетки, пуговки есть. Вот интересная, еще с остатками позолоты. Посмотрите, какая. Орляночка. Тут производитель. Берлин. Зачет. Серебра не было пока. А вот и серебро. Нифига ее расплющило как. Щас. Стреляли, может, нет? Нет. Или сверлили специально? Друзья, монета-то это наша. Империя. 50 копеек. Что с ней делали, непонятно. Да. Ребят, вот сколько, посмотрите, сколько находок интересных. Это ж вообще дрова. Генерал красавчик. Гвоздь программы, говорит, там у него. Кольцо с черепом. Вау, вот это круто. Блин, жалко сломанная. Там, где ты ходил. Где это? Вон, там, ты говоришь, 10 раз ходил. Да, да. Вот тебе, Я- пожалуйста. Я просто от дома и вниз туда пошел. Мгм. А я наоборот к Туда-сюда. дому ходил. Туда-сюда, вниз туда пошел. Ну, видишь, красавчик какой. Гвоздь какой вытащил. Вот это генерал, вот это я понимаю. Устал человек. Ребят, генерал сидит, отдыхает. Я просто в сторону отхожу. Монетка. Полтишок. Алюминиевый. Вот так вот. Ничего себе, где вы так воду охладили? В рюкзаке. Ни хрена себе. Я рюкзак, холодильник. Не выливайте такое. Генерала сигнальчик был. И смотрите. Exhibition, граммофон, typewriter, LCD, made in USA. Это, наверное, от Scratch этой, как они называются-то, господи, диджейские эти пластинки. Немчики баловались. Диджеили, короче. Ну чё, тут уже натоптанная тропа за наливом. Сейчас с генералом долбанем, шиканем, отдохнем. Красота. Ловите, генерал. Ловите?
больше не надо. Что, не хотите больше? Технический перерыв, друзья. Чуть-чуть ноги надо, чтобы подышали, потому что вообще жескач. Там температура в башмаках, наверное, 200. Сейчас до машины дойдем, друзья, и будет обзор находок. Не переключайтесь. По техничку сработали сегодня, по мелочи. Вот что по находкам. Генерал сегодня красава. А че? Не знаю, ниппель какой-то. 50 копеек. Царизмы какие-то, друзья. Пуговка, орляночка, колечко. Да, это серебро 100%. 100% серебро. Надо с внутренней стороны чистить будет. Смотреть вам, короче, там проба должна 800-очка, скорее всего, быть. Ну, у меня тоже худо-бедно 50 пфенигов. Первый раз вообще нахожу. Порадовала монетка. Так, повседневные пфениги. Шильда велосипедная. Я думаю, можно будет выправить ее нормально. Тут еще какой-то какая-то девушка вам нарисована. Ну и пуговица вот эта тоже порадовала очень. Транспорт, департамент. Интересная. Вот так вот, друзья. Как, что скажете, генерал? Неплохо съездили. Но очень жарко. Очень, Просто очень. колоссальная жара, друзья. Всё. Лед дает свое знать, и голос уже пропадает. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте палец вверх. Не пропадайте, как говорится. Голос у генерала пропадает, а вы не пропадаете. Все, всем пока. Пока всем.